Всем привет! И сегодня я хотела рассказать о 5 плюсах, которые есть в Египте. Вот, так как многие, как говорится, complain, я не знаю, как по-русски сказать, возмущаются, наверное, тому, что я говорю только негативное. Вот я хотела вам сказать 5 позитивных вещей, которые есть в Египте. Первое это у нас, конечно же, отсутствие такого холода, заморозок, когда температура опускается ниже нуля, когда становится очень холодно, отсутствие снега, и вследствие того не требуется никакой, в принципе, такой уж зимней одежды. Вам, конечно, зимой потребуется куртка, может быть, даже шапка, но вот такой вот именно теплой одежды, как говорится, вам не потребуется. Это первый плюс. Второе, это, конечно же, круглый год овощи, фрукты, и на самом деле в Египте овощи очень и фрукты дешевые. Вот, и если вы, как говорится, вегетарианец, то, как говорится, для вас тут просто рай. И рай на самом деле очень дешевый, вот, потому что на самом деле по сравнению с мировыми ценами в Египте цены на овощи и фрукты очень дешевые. Именно такие как бы экзотические фрукты для нас, как манго, предположим, гуафа, которая не растет, растет в Египте, вернее, и не растет в других странах. Какие еще? Много различных фруктов, которые как бы присутствуют круглый год. И фрукты, кстати, одни и те же фрукты могут сезон быть их даже 2 раза в год. Третье, что я бы хотела отметить, кстати, в Египте, несмотря вот на как бы на кажущийся хаос и беспорядок в Египте, вот как бы когда вот ходишь египетского народа, вот здесь, в принципе, как мне кажется, вот как иностранки, которые проживают на территории Египта уже больше 10 лет, это безопасность для детей. Сейчас многие удивятся, скажут, как безопасно для детей. На самом деле, то есть тут, несмотря, вот я говорю, на этот хаос на улице, всегда все взрослые мужчины, которые продавцы магазинов, люди на улице, они всегда очень внимательно относятся к детям. Если там ребенок бежит там где-то там, идет даже с родителем рядом с проезжей частью, всегда останавливается водитель и говорит: отойдите, уберите ребенка на другую сторону. То есть в плане, даже когда дети гуляют, люди, которые знают, где вы в окрестностях живете, они всегда будут видеть, куда мальчик пошел, кто к нему подошел. Если подходит кто-то неизвестный, они говорят, что тебе нужно. То есть как бы переживают. А про местное население так я вообще не говорю. То есть местные ребята, детишки, которые гуляют, они, соответственно, то есть все всегда работники магазина, они все знают. То есть если ты живешь в каком-то районе, египтяне очень следят вот за тем, они знают всех детей, которые живут в этом районе, они следят, как бы, чтобы ничего такого не происходило. И даже если кто-то кого-то обижает на улице, то всегда взрослые вступаются. Поэтому, мне кажется, безопасность для детей – это в первую очередь. И сами египтяне стараются, то есть, когда разговариваешь с египтянами по поводу безопасности, они всегда очень беспокоятся за детей. Вот, и как бы сами боятся за своих очень детей, мамы очень панически боятся за своих детей и всегда присматривают за ними. Если мальчик пошел гулять, ему назвонит по 200, по 300 раз, вот, и как бы очень переживают. И стараются, поэтому они сами боятся за своих детей, и поэтому на улице такая ситуация, что все люди, которые на улице, они очень внимательно относятся к детям, кстати, и особенно если дети иностранцы. Четвертый плюс, как мне кажется, это, соответственно, почему люди приезжают в Египет, это, конечно же, море. Вот. Но, опять же, море в зависимости, где вы, в какую часть Египта вы попадете. С чем это связано? Именно связано с тем, что если вы попадаете в курортную часть, это, как говорится, очень здорово, и как бы вообще есть возможность насладиться морем, покупаться, позагорать, отдохнуть, есть различные активности, то есть какой-то активный отдых есть. Вот. А в местах, предположим, как это Хургада, Шарм-эль-Шейх,
Вот. В таких местах, предположим, как Александрия, есть море Средиземное, но купаться в купальниках, предположим, открытых, и активности особых нету, и купаться в открытом купальнике можно только на выделенных пляжах. То есть это с какой-то стороны и плюс, а с другой стороны вот этот плюс ты его в принципе как бы особо не можешь использовать, потому что египтяне не купаются так, как мы купаемся. Вот у меня есть видео, как купаются египтяне. Они купаются полностью одетыми, и вообще как бы пляжный отдых, там пляжный волейбол, игры и так далее у них не распространены. Они приходят, садятся на пляже под зонтиками, начинают кушать, могут зайти в воду, помочить ноги, и только очень небольшой процент людей на самом деле плавает. Вот, поэтому покупаться и позагорать, и там нырнуть, и там или сплавать с серфингом, или там занырнуть, как говорится, с маской и с трубкой. Нет, с маской и с трубкой, конечно, можно, но я имею в виду отдохнуть именно в плане отдыха. Это, конечно, лучше ехать в курортные места, такие как Хургадай и Шарм-эль-Шейх. Вот, ну и последний, пятый заключительный пункт. Не знаю, для кого-то это, возможно, будет минусом, а возможно, для кого-то и плюсом, что нету абсолютно пьяных на улице. Плюс это или минус? Мне кажется, это плюс. Во-первых, нету пьяных водителей, это раз. Обдолбанных там наркоманов тоже на улице не ходят, то есть в этом плане как бы безопасно. Для детей, кстати, тоже в первую очередь, потому что нету пьяных водителей, которые... Есть сумасшедшие водители, это другой вопрос, который водит неаккуратно, но именно пьяных водителей или пьяных компаний, которые там нападают, бьют кого-то, избивают и так далее, здесь этого просто нету. Вот такие вот, как говорится, 5 плюсов. Возможно, у вас будут какие-то еще другие плюсы, так что пишите их, соответственно, в комментариях, и мы можем сделать отдельное видео, еще добавить других 5 плюсов в жизни в Египте. Так что пишите, оставляйте комментарии. I remember sneaking out after dark. You'd have been on my mind all night long. Maybe we'd have got a vodka lemonade. We show the cool kids how to be the youth of today. We jump the fence and play in the Mr. Grogan's pool.